Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я проведу разбор двух частей видео из форта номер 3 имени императрицы Екатерины Великой. Эта аналитика будет состоять из двух разделов – визуального анализа и поиска феномена электронного голоса. Конечно, качество видео играет существенную роль, особенно в вопросах поиска паранормального. Хорошая камера позволяет записывать видео даже в условиях слабого освещения с минимальным количеством шума. Шум делает изображение неразборчивым, неоднородным, а некоторые детали смазываются и становятся неразличимы. В итоге некоторые моменты, которые при записи на качественное оборудование были бы очевидны, в нашем случае являются спорными или же вовсе остались незамеченными мною. В первую очередь я хочу рассказать о вполне естественных явлениях, таких как блики. Некоторые из них обусловлены отражением света фонаря от различных поверхностей. Какие-то объясняются попаданием солнечного луча на линзу камеры. В паре моментов блики происходят из-за некорректного направления фонарика. Помимо этого, в видео есть один постоянный блик, едва заметный, но очень отвлекающий внимание при разборе. Также родственное бликам явление – отражение света фонаря от поверхности воды. При просмотре таких моментов можно отчетливо заметить связь между углом падения света и возникающим на стенах форта отражением. Вообще, в это время года происходит интенсивное таяние льда, который находится в трещинах скалы, окружающей форт. Мокрые стены, лед, лужи, капающая с арочных сводов вода – все это делает воздух внутри подземелий влажным. Низкие же температуры приводят к появлению клубов пара от нашего дыхания. Но, несмотря на высокую влажность и низкую температуру, подземелья форта не являются необитаемыми. Например, бабочки используют груду снега, чтобы утолить свою жажду и получить необходимые им микроэлементы. Помимо бабочек, здесь встречаются и многие другие мелкие насекомые. Привлекаемые светом, они постоянно норовят оказаться в кадре. На данном фрагменте мы можем заметить быстро движущуюся светлую область. Конечно, есть вероятность, что это явление имеет паранормальную природу. Но я же склоняюсь к версии, что в кадр попало одно из насекомых, а его большой размер и размытые очертания объясняются близким расположением к камере и нахождением вне фокуса. Далее наш разбор становится немного сложнее и не таким однозначным. Периодически камера фиксировала тени, как будто что-то перекрывало луч фонаря. В некоторых моментах мне не составило труда идентифицировать помеху. Например, здесь свет фонаря был перекрыт каким-то движущимся объектом, вероятнее всего насекомым. На этих кадрах помехой для луча уже является моя камера и световое кольцо, что заметно по очертаниям тени. Но на этом мои навыки дедукции заканчиваются, и для меня уже является загадкой, что стало причиной появления такого рода теней. Используемое мною оборудование имеет совершенно иные очертания и, как следствие, не может быть использовано в качестве логического объяснения этому эффекту. Довольно интересный момент был запечатлен во время спуска по лестнице. В первую очередь мы можем заметить блик, который объясняется отраженным от металлических перил светом фонаря. Но помимо блика мы можем заметить и странное движение тени. Я практически не двигаю камеру, а с ней и световое кольцо. В движении находится лишь фонарик. Тень, которая возникает из-за перекрытия луча фонаря перилами, имеет четкие очертания, а свет от кольца слишком слабый и рассеянный, чтобы создать такую тень. Таким образом, ни световое кольцо, ни фонарик не могут быть причиной возникновения этой тени, и я не в состоянии объяснить это явление с точки зрения логики. Затрудняющим разбор фактором стало мерцание. Мелкую рябь видео придало световое кольцо, частота которого равна 50 Гц. Фонарик же давал более тяжелое мерцание, шедшее глубокими черными полосами. Несмотря на то, что частота фонаря равна 60 Гц, в связке со осветительным прибором в 50 Гц мы и получаем такой эффект. В мерцании есть нюанс, что помимо полос в световом пятне мы получаем изменение общей освещенности кадра. Таким образом, тени как будто становятся ближе к нам, движутся, а темные участки на стенах принимают глубокий черный окрас. Является ли этот фрагмент результатом мерцания, или же мне удалось заснять какую-то черную фигуру, будто сотканную из тьмы, для меня остается загадкой. Я не могу назвать свой первый поход успешным.
Как бы мне не хотелось запечатлеть паранормальное, но большую составляющую видео я в состоянии объяснить логически. К тому же я не могу сказать, что во время съемки я видела или чувствовала что-то особенное. Лишь в некоторых местах у меня возникали какие-то гнетущие, давящие ощущения. В основном не по себе становилось в темных, обгоревших участках подземелья. Это крыло форта, которое вы видите сейчас, особенно сильно угнетало своей атмосферой. Не знаю почему, но у меня было желание покинуть его как можно скорее. Помимо прочего, во время пребывания внутри подземелий у меня складывалось ощущение, будто я постоянно слышу какой-то неразличимый шепот. Является ли это результатом эха, блуждающего по бесконечным туннелям форта, или же я действительно слышала чей-то тихий шепот? Это для меня очередная загадка. Многие зрители привыкли к полноценному разбору феномена электронного голоса в моих видео. К сожалению, на каждый такой скрупулезный разбор феномена уходит колоссальное количество времени и сил. Конечно, при работе с видео я замечаю голоса и разбираю некоторые слова. Но сырая запись шумами сложна для восприятия зрителя. В текущих реалиях я не обладаю таким объемом ресурсов, чтобы досконально обработать и разобрать все видео целиком. Именно поэтому разбор феномена электронного голоса пока что будет ограничен лишь некоторыми фрагментами, обработка и интерпретация которых является для меня оптимальной. Немножечко мерцает фонарик. Ну что, пойдем. Такое ощущение, как будто шепот слышно периодически. Это очень коварные места. Здесь вот выходы. Вот еще выходы.
пункт. Здесь у нас тупик. Тут тоже все горевшее. Да уж. Красотка. О, туда однозначно я не полезу. Без обид. А вот здесь есть проход, отлично. Все понятно. Дата. Хватит уже мерцать. И все здесь это было. Это все вода. Сначала у нас по ступенькам эти.
Завалы там. Здесь какой-то выход есть. Муровали. Здесь я не смогу пройти, к сожалению. Разве что только заглянуть сюда и все. Ну и теперь, да. Далековато, конечно, внутри бункера. Ну как бункер, это такой, ладно. О, нет. В заключение я хочу сказать, что несмотря на отсутствие явных и броских паранормальных проявлений, я считаю целесообразным дальнейшее исследование этого форта. По какой-то неведомой причине это место притягивает меня и вызывает желание отправиться туда вновь, в попытках разгадать все его тайны. На сегодня у меня все. До встречи в новом видео.